Привет, дорогие милые раки! Это Таро-прогноз для вас на октябрь 2023 года. У меня в руках колода карт «Мистические понедельники». Это такая усовершенствованная колода классического Таро, которая создана была тарологом из США. И основная колода – это оракул «Лучезарное солнце». Итак, что ждет раков в октябре 2023 года? Вы можете смотреть это видео, если у вас Солнце, Луна или стеллиум планет в знаке зодиака Рак, либо в 4 секторе гороскопа. Итак, я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет раков в октябре 2023 года? Первая карта – это партнерские отношения. И здесь какая-то дружба, здесь вообще Луна в раке. У вас будут прекрасные отношения с домашними, с теми людьми, которые близки вам не только по духу, но и по крови тоже. Может быть, у вас какие-то благоприятные перемены в семье, увеличение в семье. Вы обретаете новых родственников. Вообще ось затмений – это Овен и Весы, да, и это тоже связано с 1-7 сектором, о котором говорит эта первая карта. И это какие-то перемены в семье, благоприятные перемены, да. Здесь мы видим 2 детей, которые играют, и это дружба, над ними склонилась такая птица, как бы, ну, как защищая и благословляя их, поэтому Луна в раке чувствует себя здесь прекрасно, и это не только любовь, но и дружба, как бы любовь на более высоком уровне. Человек с Луной в раке, как правило, да, если у вас Луна в раке, вы смотрите этот расклад, его любят другие люди, потому что он очень терпеливый, все время заботится о ком-то, и такой гостеприимный. Конечно, ну, бывает иногда не очень благоприятные проявления Луны в раке, когда человек чувствует свою незащищенность. Но именно в октябре у вас, раки, будет все прекрасно с вашими партнерами. И не исключено даже, что кто-то встретит свою вторую половинку, потому что все-таки это 1-7 сектор, да, это сектор партнерских отношений. Кто-то встретит свою любовь, а кто-то заключит, может быть, договор с кем-то из членами вашей семьи на работу. Может быть, вы будете работать с вашим супругом, с мужем или женой, с кем-то из ваших родителей, семейный бизнес. Но это пока первая карта. Мы сейчас будем открывать все другие карты, потому что все взаимосвязано. Еще один знак Луны уже во Льве, и это такая карта творчества. Здесь деньги и какие-то другие материальные блага у вас будут приходить от творчества в октябре. Может быть, вы занимаетесь музыкой, пением, что-то делаете своими руками. Может быть, вы просто зарабатываете деньги на вашей популярности, и у вас здесь увеличение этой популярности, значит увеличение дохода. Каким-то образом вы заявляете о себе, ваша самооценка повышается, и вы понимаете, что вы стоите больше. Ваши услуги, ваша работа, ваше творчество стоит гораздо больше. И также эта карта, конечно, может связана быть и с партнерскими отношениями в том числе. Особенно если вы мужчина. Возможно, здесь какая-то женщина повысит вам вашу самооценку, вы начнете снова верить в себя, и у вас будет прекрасное настроение, которое будет сказываться на ваших доходах тоже. Это также еще и расходы на всякие светские увеселительные мероприятия, но деньги у вас будут, и вы даже можете позволить себе больше, чем обычно. Может быть, ракам не свойственно много денег тратить на какие-то развлечения, хотя это тоже в зависимости от гороскопа, да, но здесь у вас будут деньги на то, чтобы не на какие-то бытовые нужды, а на развлечения, на отпуск, на отпуск совместно с вашим партнером.
Третий сектор — это карта, где изображено Солнце в знаке зодиака Водолей и идеализм, идеализация. Да? Принято считать, что Водолеи идеализируют своих партнеров. Иногда это действительно так, и здесь, возможно, в вашем окружении есть люди, к которым вы относитесь лучше, чем они того заслуживают. Может быть, вы во время разговора часто соглашаетесь, стараетесь не вступать в спор, стараетесь как-то услужить вашим братьям, сестрам, соседям в том числе, да, и вашему ближайшему окружению. Может быть, вы как-то специально умаляете свое достоинство, да, свои знания, чтобы представить в лучшем свете других людей. Особенно это относится к тому, что если вы учитесь или как-то ваша работа связана с выступлением, может быть, на публике или с представлением своих работ, книг, публикаций и так далее. Здесь как будто вы работаете на благо других больше, чем на благо себя. Но и также эта карта еще может говорить о том, что вы осваиваете какие-то новые компьютерные технологии, гаджеты новые, у вас расширяется круг знакомств определенно, потому что Водолей — это знак общественных каких-то структур. Может быть, вы вступаете в какие-то группы, может быть, ваши друзья знакомят вас со своими друзьями. Здесь также могут быть еще такие отношения, что-то типа дружеских и любовных одновременно. Вы можете флиртовать с кем-то из ваших друзей. И вот эта карта Луна во Льве, да, здесь тоже. Это может быть такие полудружеские, полулюбовные связи, флирта очень много может быть в октябре у вас, раки. И, скорее всего, вы будете популярны у противоположного пола и вообще много времени будете проводить с друзьями, либо с детьми. У кого-то это могут быть дети и творчество, да, какие-то творческие дела. Ну, сейчас мы еще откроем сектор семьи и детей и посмотрим. Здесь у нас какое-то противостояние, да, это Марс в раке, но это Марс в раке не всегда может означать противостояние в этой карте. Да, они хотели показать именно это, но вы, раки, можете быть очень активными в ваших хозяйственных делах, в таких делах, связанных с семьей. Может быть, вам надо помогать вашим родственникам, родителям, мужу, жене. Да, это может вызывать у кого-то и противостояние. Будет столько дел у вас внутри вашей семьи, что вы даже можете иногда и спорить по каким-то вопросам. Но определенно вы будете проявлять большую активность. Если у вас есть садовый участок, или, может быть, вы затеяли ремонт, или, может быть, к вам приехали родственники, или, может быть, вы поехали куда-то там, например, гостить к своему родственнику, и там у вас тоже какие-то дела, вам надо помогать. У вас вообще очень активен вот этот 4-10 сектор. И если вы не очень связаны с работой, то вы углубитесь в дела семьи. А для тех раков, у кого много карьерных достижений в данное время, это может проиграться как конфронтация с начальством, с коллегами. Вы, может, думаете, что вас кто-то хочет подсидеть на вашей должности, будете волноваться, достанется ли вам эта должность или нет. Может быть, вы не хотите уходить на пенсию, или вы не хотите переходить на другую работу, или у вас с супругой вопрос, стоит ли вам работать. Может быть, кто-то хочет не работать или наоборот, да, вот такие все моменты вы можете решать в вашей семье в октябре. И здесь будут проходить затмения у вас, которые, конечно, принесут вам какие-то судьбоносные решения. Кто-то выйдет на работу, кто-то, может быть, наоборот, не будет работать или начнет другое дело. Кто-то, может быть, решится заняться бизнесом и уйти с хорошего постоянного места работы, да, например, и ваш супруг будет против относительно этого. Либо это, как я уже сказала, дела, связанные внутри семьи. У всех тут свое могут быть, да, это могут быть дела и заботы детей, и заботы родителей, и ваши личные какие-то заботы. А что здесь вот как раз сектор детей? Организация, то есть Меркурий в Козероге, но это очень хорошая карта. Вы будете организовывать ваших детей, а они вас. В октябре, может быть, это связано с учебой, да, может быть, вы будете приучать вашего ребенка к какому-то порядку, связанному
с ведением домашнего хозяйства, да, здесь мы видим животных, новый урожай, может быть, вы вызовете ваших детей и друзей, в том числе, на помощь вам по хозяйству, а может быть, это, ну, не связано вообще с сельской жизнью, да, и с какой-то вот такой, с такими работами. Может быть, это ваши дети начинают организовывать что-то свое, какую-то свою жизнь, и это очень хорошо, я считаю. То есть ваши дети вообще взрослеют, они перенимают часть вашего опыта, они могут идти по стопам даже не вас, а ваших дедов, прадедов, да, что-то такое очень интересное здесь может быть в вашей семье. Если же тема для детей никак не актуальна для вас, да, то это может быть какая-то группа, друзья по интересам, да, с которыми вы занимаетесь. Может быть, у вас вместе вы и животных разводите, да, вступаете в какой-то клуб собаководов. Может быть, это вы разводите растения, или там в социальных сетях ищете какую-то информацию, как лучше подготовить на зиму дом, там что-то вот такое, связанное с этим. Это может быть работа или бизнес в сфере строительства, в сфере сельскохозяйственных, там каких-то агропромышленных делах. Это тоже будет актуально для некоторых раков именно в октябре, да, может быть, как раз-таки вашей работой будет связано с этим. Кто-то уйдет, откроет свою ферму, кто-то уйдет работать на ферму, да, что-то вот такое может быть у некоторых раков. Напишите в комментариях, как у вас проиграется вот эта ось затмения, который как раз заденет самый важный сектор вашего статуса. Кстати, я тут не сказала, что статус у кого-то может смениться, причем не без таких, как бы сказать, ссор, да, тут вам придется побороться за ваш статус, если это связано с работой. Ну а у кого-то в семье могут быть и размолвки, вплоть до развода, но я не думаю, что здесь будет развод. Сейчас мы еще возьмем другие карты. Здесь, скорее всего, просто ссоры какие-то могут быть у некоторых раков внутри семьи, но не у всех. А вот здесь 6-12, один из главных секторов, здесь у нас опять Марс в Стрельце. Это какая-то борьба интересов, не физическая, да, а вот именно борьба интересов. И здесь, возможно, если для вас актуальна вот эта тема, да, домашних дел, то ваш режим, распорядок дня как-то может поменяться в октябре, и вы будете буквально бороться за то, чтобы вам ложиться в определенное время или вставать в определенное время. Может быть, в связи с тем, что вы поменяете работу, должность, у вас сменится режим, график дня, распорядок дня, ваша дорога на работу, либо как-то вы, может, будете обговаривать это с вашими домашними, какой режим вам нужен, как прибираться правильно, как вести домашнее хозяйство. Вот тут все такие вопросы могут возникать. Но очень благоприятно, что здесь у нас все-таки вышла карта дружба. Я думаю, что все вопросы нужно решать как можно дружеско, да, с точки зрения, что лучше в целом для семьи, да, не только лично для одного человека, потому что все-таки здесь рак. Рак — это наши родители, это корни, дом, семья. Все вот эти семейные вопросы будут для раков очень актуальны, но внутри, да, вы все равно чувствуете, что что-то вот, какие-то моральные нормы, что ли, нарушаются, что-то, может быть, делают не так ваши дети, родители. Здесь есть такая карта, как морали, я не знаю, как сказать. Либо наоборот, может быть, вы как родитель чересчур доминируете над своим ребенком, вы хотите ему, ну, буквально приказывать, да, как вот вы считаете нужным вести свои дела. И вот из-за этого тоже здесь может проходить борьба, какая-то конфронтация. Что скажет нам колода «Мистический понедельник»? Давайте возьмем несколько карт. Семерка Пентаклей — это карта ожидания каких-то доходов, каких-то новых благ. И карта Сила. Но это очень хорошие карты, потому что у вас много сил, много энергии на любые начинания, и, скорее всего, вы будете что-то начинать. И это заложит вам как вашу семью, так и ваши дальнейшие жизненные дела, больше дохода, больше каких-то материальных благ вы можете получить. Вот видите, здесь женщина поливает дерево, на котором растут пентакли.
То есть, что посеешь, что и пожнешь. Но в этом ключе здесь карта благоприятная, потому что рядом карта сила. У вас есть, скорее всего, поддержка, может быть, семьи, может быть, мужа, жены, может быть, даже это поддержка вашего рода, который стоит за вашими плечами, да, потому что все-таки раки имеют сильную вот эту родовую карму, и поэтому я думаю, что здесь у многих месяц сложится очень благоприятно. Вы не зря работали раньше, вы не зря вкладывали ваших детей, вашу супруга, да, или в свою работу. Вы на правильном пути. Все, что вы делаете, все дает свои плоды. Может быть, это уже даже даст свои плоды именно в октябре. Давайте еще одну карту возьмем. Карта Judgment, страшный суд. Ну да, здесь какая-то, опять же, кармическая ситуация, и по затмению это всегда карма, да? Какая-то кармическая ситуация меняется, и у вас есть силы преодолеть любые трудности, если они возникнут. То есть по заслугам, вам воздастся по вашим заслугам здесь и по вашим, так скажем, убеждениям, да, потому что здесь карты некоторые говорят о ваших убеждениях. И для некоторых хочу сказать, если для вас актуальна тема религии, да, то у вас здесь могут быть споры, какие-то моральные споры, либо религиозные споры с кем-то из ваших близких, друзей, или вообще, может быть, вы занимаете какие-то особые позиции радикальные, да, то стоит ли это того, да, потому что в итоге все равно вот этот страшный суд, он случится, и все получат свое. Поэтому, если вы посеяли какое-то благодатное зерно, да, оно взойдет, и очень скоро вы сможете дождаться результата всех ваших побед. Вы достаточно сильны для того, чтобы продвигаться к вашей цели. Поэтому это хорошие карты, раки. Можете написать в комментариях, что здесь у вас такое интересное происходит, какие перемены у вас были в вашей семье, в вашем статусе. Это общий расклад, поэтому берите, пожалуйста, только то, что резонирует конкретно с вами, да, с вашей ситуацией. Я желаю вам всего самого замечательного, вам и вашим близким, чувствовать себя защищенными и любимыми, да, как вот эта карта нам говорит. Всегда, чтобы с вами рядом был ваш близкий человек. До встречи на моих новых видео очень скоро. Увидимся. Пока-пока.